Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать вам о тех помидорах, которые я высаживала в этом году и которыми осталась очень довольна. Это помидоры действительно достойные, они очень вкусные, мясистые. Это помидоры, которые порадовали меня своей урожайностью. Это высокоурожайные сорта и гибриды. Это помидоры, которые я вам также рекомендую к посеву на следующий посевной сезон. Их можно использовать как в консервациях, в салатах, в лечо, ну и, конечно же, для употребления в свежем виде. Помидоров в этом году было много, это и оранжевые, и красные помидоры, желтого цвета помидоры, помидоры, которые имели очень такую оригинальную, интересную окраску, интересную форму. Посмотрите, какие красивые, презентабельные помидоры я вырастила в этом году. Урожайность была просто восхитительная. Я осталась очень довольна и всем рекомендую эти помидоры также вам к посадке. Итак, помидор золотой Кенигсберг. Это среднеспелый сорт для теплиц, предназначен индетерминантный, образует по 5-6 плодов такой удлиненной формы. Первые плоды были до 500 граммов. Плоды такие ровные, плотные по вкусу и содержанию каротина являются как бы лидерами. Красный Кенигсберг – это также среднеспелый сорт сибирской селекции, растение индетерминантное, но здесь масса плодов достигала у меня в теплице до 350 граммов. Плодов также много, ну где-то 4-5 плодов в одной кисти. Сорт хорошо завязывает плоды практически с самого низа. Следующий томат – это Пузата хата. Это среднеспелый сорт для теплиц и для открытого грунта, 1,52 метра высотой. Плоды у него первые были до 900 граммов. Очень красивой, интересной формы. Плоды сочные, мясистые, такие сахарные на разрезе и имеет превосходный вкус, плоды сладкие, плоды великолепные, подходят для салатов и для кулинарной переработки. Перцевидный оранжевый – это сибирский сад, раннеспелый сорт для защищенного грунта. Растение индетерминантное, 1,50 м, 1,70 м по высоте. Масса плодов до 170 граммов, но первые плоды были приблизительно 200-250 граммов. Маршал Победы. Очень красивый, очень презентабельный сорт помидоров. Я его выращивала впервые. Сибирская селекция, среднеспелый. Растение индетерминантное до 2 метров. Плоды у него круглые, такие слегка ребристые. Вес, который был достигнут в этом году, 1,5 килограмма. Первые плоды действительно были очень крупные, очень красивый, очень такой сладкий сорт помидоров. Годится он для соков, годится для салатов. И посмотрите на картинке, как выглядит помидор в разрезе. Смотрите, какой красивый, яркий, насыщенного яркого цвета помидор. И очень вкусный, очень такой сахаристый помидор и очень красивый. Золото Востока, помидор, который я выращиваю из года в год, всегда его вам рекомендую. Это среднеспелый сорт. Плоды у него до 200 граммов, но первые были до 400-450. Амурский тигр. Выращиваю его также каждый год. Это один из любимых моих полосатиков. Плодов много, растение индетерминантное. Масса плодов до 200, отдельные плоды до 450 граммов, но образует хорошая завязываемость, образует большое количество плодов
И первые плоды были до 900 граммов. Очень вкусный и красивый сорт. Следующий сорт томатов, название я вам сказать не могу, потому что семена мне давала соседка. Но помидор очень красивый, очень презентабельный, оранжевого цвета. Причем на одной ветке могут быть помидоры такого желтоватого и яркого оранжевого цвета. Очень сладкий, очень мясистый помидор. Возможно, вы сможете определить его сорт. Я, к сожалению, не знаю. Плодов очень много завязал. Плоды крупные, где-то до 400 граммов. Очень сладкие плоды и очень такие презентабельные, как я уже сказала. Помидор, который я высеваю также каждый год. В этом году впервые посеяла помидор, который называется паста итальяна. Это помидор также сибирской селекции, средне-ранний, имеет такие длинные плоды, растение высотой до 2 метров, формирует до 7 обильно таких загруженных кистей, масса плода 100-120 граммов. Но не могу сказать, что они у меня получились очень обильно плодоносящими. Хотя помидоры достаточно вкусные и привлекательные. Всем рекомендую. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.